получаем эту информацию, но ее надо же обработать, Да. иначе она мертвый груз. Да, да, обрабатывает мозг. Как ее надо, как это можно обработать, если ты не философ, человек не образованный, если ты человек не... А зачем здесь философия и образование? Ну потому что... Вот когда вы видите для одного красивый... камень это камень, а для другого камень это объективная реальность. Подождите, вот вы видите бифштекс на тарелке, Да. да? Вам нужна философия для того, чтобы обработать информацию о том, как он поджарен, как он пахнет, там чего. Вам это не нужно. Вы видите и вы понимаете, стоит это есть или не стоит. То же самое. Просто настройки на другие вещи. Ну это какая материальная точка? Вот если там вы о Кастанеде заговорили, да, то у него, например, была интересная, я не помню где, эта история, вот, точки сборки. Да. Вот есть стул, да, он стул как Да. стул. Но если посмотреть с другой точки, как бы сборки, Точка сборки как раз это регулятор вот этих сонастроек на уровне тела, непосредственно живущего вот во втором слое информационного вакуума, там, где живут эти линии мира, там, где живет торсионное поле. То есть это, скажем так, один из органов трехмерной проекции информационного тела человека. Или его еще называют тело души. То есть на этом уровне, да, пожалуйста, но для того, чтобы туда выйти, нужно для того, чтобы научиться воспринимать себя на этом уровне, нужно проделать определенные действия, расширяющие диапазон восприятия. Просто даже частотный диапазон. Потому что до определенного, допустим, какого-то значения можно расширять диапазон оптического восприятия, изменяя характеристики зрительного анализатора. То есть там можно залезть в инфракрасную часть немножко, можно залезть в ультрафиолетовую, но не очень сильно далеко. Ну, рентгеновское зрение можно таким способом получить, глазами, но далеко не залезешь. Для того, чтобы начинать воспринимать, допустим, более высокочастотные вот эти радио, электромагнитные волны, нам нужно воспринимать по-другому, нам нужно воспринимать уже клетками, всем телом. Там есть структуры, кости, микропористая структура костей, пропитанная жидкостью. Там очень много, у нас очень много есть на самом деле возможностей считывать информацию. Потому что вот первый уровень организации поля, самый тонкий, да, вот электромагнитное поле, да, самое вот там какие-то СВЧ поля, вот на самом деле они являются как бы передаточным механизмом перехода информации как голографическая абстракция в информационном вакууме в состояние физического вакуума, состояние вот того, что мы уже можем щупать. А щупать, ну понятно, что это делается не пальцами, а делается тканями, какими-то тканями, которые у нас есть. А дальше нам нужно научиться настраиваться на результаты вот этого прощупывания, вылавливать эти частоты и, соответственно, собирать мозгом информацию и ее обрабатывать. Понятно, что ни в какой школе этому не учат. То есть философия философией, но весь человеческий язык, он в основном построен на формулах описания трехмерной реальности. Здесь процессы значительно более сложные, значительно более многомерные. Вот. И поэтому обработка и понимание происходит по типу непосредственной прямой реакции на факт бытия. И мы сейчас только подходим к выработке языка, позволяющего описывать эти вещи. В древности уже этот язык выработали, но этот был язык достаточно узкого круга людей. Потому что если взять там какие-нибудь работы совсем старые, там написано из 1001, из 1001 и так далее. То есть йога была, во-первых, она априори формулировалась как очень трудная и малодоступная практика, куда пускали мало кого, но еще из тех, кого туда пустили, мало кому удавалось дойти до каких-то более-менее основательных моментов понимания. Ну, понятно, это иерархия посвященных. Да, а сейчас ситуация другая. Сейчас мы с вами живем в условиях скоростного бума. То есть то, что произошло с человечеством за последние 100 лет, ну, понятно, да? То есть настолько динамичный процесс, и именно процесс, обусловленный интенсификацией осознавательного процесса и креативного воздействия на реальность, вот, и скорости такие, что сейчас инструменты, позволяющие напрямую работать с
психофизиологическим фоном, физиологическим базисом именно процесса осознания, становится критической. То есть нужно, чтобы эти инструменты были доступными, нужно как можно больше людей к этому делу приобщать, потому что, ну, будем говорить прямо, человечеству уже пора начинать думать о выживании на этой планете. Опять-таки, вот этот бум технологический, он был необходим с точки зрения эволюции, потому что понятно, что планета — это ограниченный участок мироздания, и рано или поздно ей наступит конец. Система тоже, Солнце не вечно. И для того, чтобы доминанта осознающей жизни, вот, это очень важный фактор с точки зрения, ну, мирового бытия. И если она способна, если эта осознающая жизнь способна себя транслировать в другие условия, то появляется шанс ее распространения, то есть как бы экспансии осознания. Такого вот динамичного осознания, быстрого осознания, потому что, ну, камень тоже обладает осознанием, но это сознание очень медленно действующее. Вот. И человек без технических средств переселиться на другую планету не способен. То есть нужно дойти до определенного уровня развития как цивилизации. Вот поэтому это все происходит. Это естественный процесс. То есть то, что мы говорим, что вот мы испоганили природу, ничего подобного. Мы живем, как мы живем, это естественный процесс. Вот, мы выживаем вот таким способом. Но теперь нужно подключить к этому другие механизмы, другие способы и сделать это быстро. Вот. Йоговская технология позволяет как раз это сделать. Слава Богу, что она не умерла и не замерла где-то там давно, далеко, в далеком прошлом. Если вас попросили бы сформулировать коротко, да, назвать там, вот, там, не знаю, существительными или глаголами отдельными, польза и вот, как бы, смысл йоги, какие бы вы слова бы для этого? Повышение эффективности процесса жизни. Тотальное. Во всех направлениях, во всех аспектах. Неважно, что человек хочет от этого аспекта, от этого процесса получить. Ведь смысл не в том, что делать конкретно, а в том смысл, как это делать. То есть практика, если эта практика выстроена правильно, она подобна мелодии, то есть где каждая нота на своем месте. И в зависимости от того, как стоят ноты, как их относительная длительность сформирована, и какое время и как это все выполняется, меняется результат. То есть практические последовательности, даже физкультурные, становятся кодом определенным кодом, с помощью которого мы общаемся с реальностью. Вот. И можно с помощью элементарных упражнений, очень простых, добиваться совершенно феноменальных результатов в плане включения каких-то функций мозга. Вот я, слушая вас, вот, меня зацепила одна вещь. Видите, я хочу последовательность этих методики выставить, вот, общую какую-то последовательность. Вы говорите, что вытягивание сухожилий, да, вот, гимнастика, она есть, мозг, да? Мозг включается. Вот я хочу смотрите, есть очень простой, совершенно такой изначальный принцип — прекратить суету ума. Большинство людей живет в состоянии постоянной суеты. То есть все время человек все время что-то обдумывает, все время у него какие-то хвосты эмоциональных состояний, все время он как бы вспоминая что-то, он видит что-то, у него тянется ассоциативный какой-то поток мыслей, переживаний. И у Паустовского очень хорошо это описано. Вот как одно вытягивает другое. И это каша, которая, во-первых, она занимает рабочий объем процессора мозга, вот, а во-вторых, на это уходит энергия. И на самом деле первое, о чем пишут во всех трактатах йоговских изначально, прекратить суету ума. И у Патанджали, вот он с этого начинает. Патанджали — это такая основополагающая технологическая работа, первая по хронологии, первая вразумительная и такая базовая работа о том, как это делается. Вот. И он пишет, что прежде всего нужно прекратить суету ума. Для того, чтобы прекратить суету ума, нужно прогенерировать в себе состояние отрешенности определенной, чтобы не вестись на забросы воспоминаний, впечатлений. Вот. А делается это очень просто. Делается это с помощью, опять-таки это там написано. Почему-то переводят
все что угодно, только не то, что там прямо написано. Вот. Делается это с помощью выполнения тяжелой работы на определенных промежутках времени, вот, регулярно и в течение длительного периода. То есть повторяется это длительного периода. Что происходит? Когда мы с вами берем и заставляем большие группы мышц напрягаться статически, фиксируем это напряжение в течение какого-то промежутка времени, вот, мы ставим тело, ставим свой организм перед фактом. Нужно что-то делать, как-то выживать в этой ситуации. Потому что расход энергии бешеный, особенно в статике. Вот. Плюс, если статика глубокая и статическая фиксация, а в йоге в основном статические фиксации занимают больше определенного количества секунд, начинают включаться не только поверхностные, большие мышцы, с которыми мы привыкли работать, но и глубокие, маленькие, которыми обычно мы не пользуемся. И они устают очень быстро, и они начинают есть, расходовать кислород, расходовать энергию очень быстро. И в какой-то момент система понимает, что если так дальше пойдет, то будет совсем нехорошо. И нужно срочно подводить дебет-кредит и смотреть, где можно сэкономить. Понятно, что управляющая система в данном случае это мозг. Мозг сразу начинает анализировать приходно-расходные части своего энергетического бюджета. Вот и понимает, что вот эти вот процессы, вот эту кашу, ее нужно выключить, потому что она ничего не дает с точки зрения выживания. А ресурс системы управления и энергетический ресурс съедает. Вот, и он это выключает. Потом человек возвращается, выходит из этого статического напряжения, возвращается в какое-то там более-менее нормальное состояние, у него опять через какое-то время возникает эта каша. Но если это повторяется регулярно на протяжении продолжительного периода, то в конце концов система привыкает, и в конце концов, скажем так, ведь эволюция построена на отборе более эффективных мутаций. Да? Вот. И в конце концов оказывается, вот анализ уже как бы выборка статистическое пребывание в этом состоянии дает системе возможность понять, что это более эффективное состояние, что в этом состоянии процессор свободен, энергии достаточно, и если нужно какую-то информацию обрабатывать, то можно целенаправленно включать поток мышления в том или ином направлении. Вот это и есть отрешенность, когда человек не привязан к тому, что происходит, но он всегда в состоянии ясности, всегда в состоянии включенности, и в любой момент может включить любой нужный ему процесс обработки информации на уровне мышления. Если ему нужно что-то прочувствовать, он может обратить внимание на эти чувства. Все очень просто. Но тут есть одна большая проблема. Если мы все время будем только напрягаться, это приведет к устойчивым контрактурам, и в конце концов начнут нехорошо изменяться сухожилия, мышцы и суставы. Вот поэтому мышцы нужно все время чередовать напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Вот. И в чем была гениальность людей, придумавших вот эту йоговскую гимнастику? Они поняли, как обмануть себя, как обмануть систему. И они поняли, что когда большие группы мышц предельно растянуты, они расслабляются. То есть растянуть мышцу, это обязательно значит ее расслабить. Но если это вытягивание очень сильное, то от мест присоединения сухожилий к костям мозг получает сигналы о очень сильном натяжении сухожилий, что эквивалентно сигналам о предельном напряжении этих мышц. И мало того, что он поступает точно так же по отношению к суете в себе, то есть он убирает паразитные процессы, паразитный шум, вот этот белый шум мыслительный, он еще и дает команду срочно мышцы снабжать. А снабжать их не надо, они расслаблены. То есть происходит накопление, и в какой-то момент для того, чтобы это накопление могло происходить в тканях, характер состояния ткани должен меняться. То есть вот если вы обратите внимание на человека, который практикует йогу, у него другие мышцы. Меня когда операцию делали, разрезали мышцы, вот, они смотрели туда долго. Вот. И вместо того, чтобы делать свое дело, они говорят: ты посмотри, даже в разрезе красиво. Что ты такое делаешь? А это было под местным наркозом. Что ты такое делаешь, что у тебя такая мускулатура? Я говорю: ребята, шейте. Вот они: нет, подожди, ты скажи, что ты такое делаешь. То есть ткани меняются за счет того, что они вынуждены упаковывать в себя больший, я бы сказал, такой энергетический ресурс. Причем это на уровне биохимии, на уровне, вот его можно увидеть, пощупать это все. Вот два таких аспекта у этой гимнастики есть: предельное напряжение в статике и полное расслабление с вытягиванием, которое тоже в статике воспринимается мозгом как предельное напряжение.
То есть, если так суммировать, да, мозг управляет физикой, физика дает локомотив опять для толчок для мозга, и мозг опять возвращает для тела. Ну да, но обратная связь, она везде. Постоянная, понятно. Все понятно. Да. Вот. И еще за счет того, что в данном случае применяются довольно сложные формы и ведет все это к усложнению структуры, вот, усложняется и усложняется, да, характер иннервации тканей. И даже на уровне тканей контроль поведения системы, конечно, расширяется. Вот. А дальше уже мозг начинает вот под это дело вырабатывать алгоритмы, как контролировать. Вот. Опять-таки обратная связь. Просто мы почему-то, наверное, в силу специфики, так сказать, нашего аналитического склада ума, люди западного плана, да, мы почему-то считаем, что тело отдельно, а ум отдельно. Это ведь нонсенс. Это все равно, как сказать, вот у нас есть системный блок, а вот у нас есть софт. Но пока софт лежит на дисках где-то там, системный блок — это мертвое железо. Да? То есть сознание и тело это единое что-то, что вот только в такой комбинации оно работает. И невозможно развивать сознание, не развивая тело, потому что это все равно как пытаться там какую-нибудь там старую машину положить там в современный системный софт. Вот. Она туда не ляжет. Вообще, очень часто путают религиозные доктрины, да? Вот, индуизм, буддизм, даосизм с практикой. То есть практика — это способ настройки инструментов. А какую религию человек исповедует, и какая модель мировоззрения ему свойственна, и что ему ближе, как ему ближе объяснять то, что он делает, и в каком плане ему лучше пользоваться этими инструментами, удобнее, это уже он решает сам. Вот. И на самом деле йога — это технология, к собственно религиозному мировоззрению она не имеет практически никакого отношения.